Company! А так вот ты говоришь, то ли с Украины, то ли откуда, непонятно. И я тоже, я родился на Украине, Да. 3 года там прожил и уехал в Россию. И вот откуда, я не знаю, с Украины, с России. Я никогда это не разделял, для меня это все было одинаково. Да. А тут взяли, разделили. И мне говорят, иди убивай свою бабушку. У меня бабушка живет на Украине. А мне говорят, иди убивай ее. Меня зовут Владимир, 27 лет. Я приехал из России, из города Петербург. И как давно вы находитесь в Германии уже? С сентября прошлого года, как объявили мобилизацию, через 5 дней я приехал в Германию. И по какой причине? Звали или нет? Да, пришла мне повестка с требованием явиться в военкомат с вещами и отправиться на фронт. Почему вы хотите пройти военную службу? Почему вы не хотите пройти? Почему я не хочу на войну? Да. Я считаю, что любая война ведется с целью либо добиться власти, либо обогатиться. Либо ради власти, либо ради денег. А обществу уже говорят различные, да, либо патриотизм, либо национализм, либо еще что-то. Получается, общество, которое участвует в войне, оно запропагандировано. И я не хочу быть винтиком, инструментом в чьих-то грязных руках. Я не вижу смысла в этой войне. И просто ради того, чтобы кто-то обогатился, ради этого умирать я не хочу. И вообще я против любой агрессии. Не то, что война, драка на улице. Я это не приемлю. Если какой-то вопрос, надо решать его словами. Считаю так. Да, хорошо. Почему нет? Да, понятно. А почему ты, откуда эта энергия, что ты сейчас тоже тут сидишь и разговариваешь об этом и показываешь людям твою решимость? Потому что это нелегко, много людей это делают. Ну вот многим людям это сложно делать, как вы сказали. И своим примером я хочу показать, что не нужно людям бояться, нужно высказывать свое мнение. Ведь если мы все будем сидеть и молчать, ничего хорошего в мире не произойдет. Все так останется и даже усугубится. А если каждый будет говорить, что-то, может быть, с этого и придет. Какие у тебя надежды? Если ты посмотришь на войну, а тоже на твою жизнь здесь, в Германии, твое будущее, что ты надеешься? Тут в Германии? Да, например, для тебя. Ну, в первую очередь, Желаешь. я желаю сейчас больше всего, чтобы мне дали позитивное решение по моему вопросу. Потому что сейчас я в подвешенном состоянии, я не знаю, останусь или не останусь. Если мне дадут все-таки убежище, то я хочу стать каким-то полезным членом общества и выразить тем самым свое спасибо людям Германии, немцам. А если они меня приютили, да, со всей душой, я хочу тем же самым отплатить им, что-то делать полезное. Да. Наверное, тоже полезно, что ты вообще тоже не это все делаешь. Я думаю, это уже тоже полезно. Да, пока что могу, делаю вот так. Есть что-то, ты знаешь, многие люди из Германии будут, может быть, слышать что-то или читать, что ты говоришь. Есть что-то, что ты ими хочешь. Не только это благодарность и все, не за это. Просто от человека до человека есть что-то, ты хочется тебе сказать. Например, мечтаю тебя, всех Германия тут, или все люди тебя слышат, что ты хочешь сказать им? Хочу сказать, как, в принципе, не знаю, как и любым людям. Люди, не ведитесь на пропаганду. Да, смотрите на мир трезво, оценивайте, что происходит на самом деле. Не слушайте, что вам говорят про проплаченные СМИ. Тогда, наверное, станет полегче всем жить. Да, потому что, наверное, ты
ну, несколько вещей ты видишь в России, ты тоже тут видишь, наверное, в этом. Ну, как пропаганда и все. Здесь же тоже видно. Ну, здесь, конечно, намного меньше, но вот в России, в Украине, да. Да. Да, и Больше, да. мы когда приехали сюда, к нам вообще к русским было такое отношение не очень. От немецких людей или всех, Да, кто- ну, как не вообще, по моему ощущению, от всего мира, да. Да. Особенно вот от украинских людей. Я тут пробовал общаться с людьми, знакомиться, и вот украинские девушки пишут: если ты из России, даже не пиши. Да, вот так. Такое, ну да. Ну это тоже пропаганда, которая в Украине тоже была. Я же тоже, там, ну, росла с детским садиком, все было на русском. И потом я уже в Германии жила иногда, ну, наверное, 5-6 лет назад. А обратно в Киев поехала, и они тоже, я говорила по-русски, мне не нравилось. Люди, нормальные люди, знаешь, все вместе вообще-то, ну, выросли. Да. И потом несколько года что-то произошло. В детстве, да, мы вообще, я вот никогда не разделял Россию, Украина, для меня как-то это все одно было. А сейчас прям так четко это тут, и одна страна ненавидит другую. И это все же искусственно сделано. Поэтому-то я и говорю, люди, не смотрите пропаганду. Хорошо. Еще один вопрос. Есть что-то, одна вещь ты принес из России или скучаешь от России, или что-то связано с этим? Но вообще, когда я уезжал, у меня был минимальный багаж. Да. Там один костюм, ну и гитара. Да, ты музыку делаешь, да? Да. А, Вот, без гитары, я думаю, не могу, поэтому взял ее. А так в России у меня остался отец, с которым я теперь не знаю, когда увижусь. У него со здоровьем стали проблемы появляться, да, и я не могу его увидеть, и не знаю, смогу ли когда-либо еще увидеть его в своей жизни. да, это жалко, конечно. Ну, ты общаешься с ним. Ну и да, всё. да. Хорошо. Я надеюсь, чтобы связи будут, что ты что-то найдешь и поможешь ему, наверное, согласить или что-то. Это тяжело, я знаю, но я надеюсь, будет все хорошо. И я тоже. Спасибо большое, Владимир, тебе. Спасибо вам. Я с детства вырос при Путине. Я кроме Путина никого не видел никогда. И вот он и его партия создали такое впечатление у меня с самого детства о России, максимально такое неприятное. Вот мои родители, у них еще есть воспоминания о Советском Союзе, как они развивались, как страна возвышалась. А в моем поколении нет такого, мы только видели деградацию страны. Я помню. Да, поэтому И только одну, идею, как это может быть. Да, Не только путь, и только одна линия. да, И только ничего. разруха, ты что-то хочешь сказать, тебе не дают. То есть жить как-то... Мне и до войны там было очень тяжело жить в этом обществе, потому что общество, которое поддерживает это все, как с ним вообще общаться, о чем? Я не знаю. А когда началась война, мне говорят: ты же на Украине родился, значит ты шпион. Да, и прям мои друзья, мои коллеги говорят: ну, ты шпион, и потом начали прям травить, так говорят: ну ты что, мне пришлось уволиться даже из-за этого. И как вот там жить, не знаю пока. Ну это на всех сторонах, так знаешь. Государство говорит людям, Да. что это твой друг, это не друг. Или оружие, это очень надо как-то перейти это. Не знаю, я тоже как-то, ты видишь, мне тяжело говорить уже, ну, вообще-то я там родилась, и мне как-то, я тоже думаю, если я слушаю вас разговаривать, это чувствуется по-другому, чем немецкое, знаешь, это очень как-то, я тоже, почему я спрашиваю, ты скучаешь, потому что я типа иногда скучаю, но я не знаю о чем. Знаешь, это может быть потому, что я же не немка, а я тут как-то и немка, я не украинка.
а как-то и украинка, блин, а как-то я даже украинский не говорю, русский немножко, знаешь, это так, и для тебя тоже. Я думаю, это идет всю жизнь, но ты, я думаю, тоже эта связь, которая у тебя есть с Россией, никогда, она не будет по-другому стать, знаешь, тоже даже если, не знаю, может быть, ты здесь будешь 10 лет здесь жить или что-то, вот поменяется что-то. Но вот по общению на русском языке скучаю, да. Да, скучаю. Да, какие-то там, все-таки менталитет тут немного другой. Вот, Менталитет. да, допустим, у нас вот озеро, да, и, пожалуйста, иди в нем купайся. Да, Да, тут, пьянку делаем. ну ладно, пьянка, просто сходи покупайся. То есть вольно, да, тут меньше этого. В общем, да, есть такое вот, о чем ты говоришь, немножко, да, конечно. И в Петербурге я жил, Петербург я очень люблю, прекрасный город такой, вот по нему очень скучаю, да. Да. Моя мама была там тоже, говорит, не иди в Санкт-Петербург. Не надо тебе другой европейский, найди Санкт-Петербург, там все есть. Интересно. А так вот, ты говоришь, то ли с Украины, то ли откуда, непонятно. И я тоже, я родился на Украине, 3 года там прожил и уехал в Россию. И вот откуда, я не знаю, с Украины, с России. Я никогда это не разделял, для меня это все было одинаково. А тут взяли, разделили. И мне говорят, иди убивай свою бабушку. У меня бабушка живет на Украине. А мне говорят, иди убивай ее. Ну это не можно представить, да? Тоже.